История начинается с того, что нам говорят, что Бог создал человечество, а затем Он создал ведьм. Бог, будучи намного добрее, чем я мог бы быть, поделился своей силой с ведьмами и сказал им, что вместо него они будут руководить беспомощными людьми. Ведьмы согласились и поклялись посвятить себя помощи людям во имя дружбы. Однако в наши дни ситуация приняла ужасный оборот. На одной из сцен видно, как большая группа неблагодарных людей готовится казнить ведьму, крича, что им не нужны ведьмы и их следует уничтожить. Ведьма надеется, что они все умрут, но она их опередила. В другом месте наш главный герой по имени Адонис, ученик ведьмы, жалуется на то, что у него устали ноги и что здесь слишком жарко, что вполне логично, поскольку это пустыня. Адонис расстраивается из-за того, что ведьма по имени Хлоя, с которой он путешествует, не слушает его и перебивает, чтобы скажи ему, чтобы он успокоился. Адонис хочет, чтобы она, по крайней мере, использовала магию, чтобы проверить их местоположение, так как это было бы намного круче, чем использовать старую школьную карту. Но она называет его идиотом и напоминает мальчику, что магия стоит не так уж дешево. Любитель карт угрожает бросить его и расстраивается еще больше, когда Адонис просто использует устройство, чтобы определить, где они находятся. Маленькая мисс, ненавидящая технологии, в ярости, так как она много раз говорила ему не пользоваться этой странной машиной. Потому что люди, которые их ищут, будут использовать ее, чтобы найти их. Адонис успокаивает ее, объясняя, что это вовсе не странное устройство. На самом деле это смартфон, и он сделал его сам, так что его нельзя использовать для отслеживания. Наш гордый маленький ботаник объясняет, что его устройство использует магию вызова произвольной формы, чтобы заменить радиоволны на многомерные фотоны. Так что даже армейская технология триангуляции не может их обнаружить. И ему не нужны батарейки. Технологический род указывает на то, что использование карт в наше время довольно отстойно, но Хлою это не впечатлило. Принцесса, застрявшая на своем пути, говорит, что они готовы снова двигаться. Но Адонис стал очень серьезным и спрашивает ее, почему они должны продолжать бежать. Хлоя объясняет, что это потому, что она ведьма, а отношение к ведьмам изменилось. Теперь жизнь превращается просто в борьбу. Когда ты находишься в городах людей, ты сливаешься с ними, живешь вдали от городов людей. Если уж на то пошло, она больше похожа на ниндзя, чем на ведьму. К сожалению, ее ужасная шутка не удалась, поэтому они оба делают вид, что ничего не произошло, и просто продолжают двигаться дальше. Во время их путешествия Хлоя напоминает ему, что им нужно найти место, где терпимо относятся к ведьмам, чтобы они могли вернуться к своей мирной, счастливой жизни. Им также нужно найти школу, в которую он мог бы ходить. Но наш блестящий маленький любитель технологий неожиданно объясняет, что школа – отстой. И он предпочитает продолжать учиться под ней. Хлоя неуместно дразнит его за то, что ему нравятся женщины постарше, и они двигаются дальше. Адонис не может не удивляться, почему Хлоя не расстраивается. Он ненавидит Красную Империю, в которой они живут, и злобный маленький чувак отчаянно хочет уничтожить людей с помощью магии. Именно в этот момент Адонис чувствует приближение чего-то, и группа солдат докладывает в свой штаб, что они заметили беглую ведьму. Адонис бесстрашно заявляет, что справится с человеческими отбросами, но Хлоя останавливает его и объясняет, что он слишком неопытен. Хлоя, которой лучше иметь что-нибудь хорошее в запасе после того, как она так сдерживает нашего мальчика, начинает с ледяной магии, когда в ее руке появляется посох. Она вздыхает, заявляя, что люди никогда ничему не научатся, и высвобождает свое заклинание. В другом месте человек, похожий на моего бухгалтера, приносит извинения императору Гету. Император с усами, которые выглядят как шедевр ухоженности, называет его некомпетентным дураком. Но костюм объясняет, что Хлоя – высокопоставленная ведьма, использующая ледяную магию. Он пытается объяснить, что одной эскадрильи недостаточно, чтобы победить ее, но чья-то нога, появившаяся из ниоткуда, заставляет его замолчать. Моему бухгалтеру говорят, чтобы он знал свое место, но он объясняет, что не делал ничего плохого. Император заставляет всех замолчать и просто приказывает им немедленно привести к нему Хлою, поскольку он отказывается позволить ей сбежать. Вернемся к битве. Хлоя занимает самую крутую позицию, какую только может занять. И мы видим, что она измотана после победы над безнадежно слабыми людьми. Адонис ничего не говорит, хотя и в ярости от того, что Хлоя всегда его сдерживает. Он восклицает, что может использовать заклинания, и удивляется, почему она не позволяет ему драться. Адонис думает, что он мог бы легко справиться с этими жалкими слабаками. Он не видит смысла в изучении магии, если она не позволяет ему использовать ее. Он часто ошибается, снова перебивает нашего мальчика и повторяет, что он просто слишком неопытен в магии. Затем этот сумасшедший ребенок прерывает ее, опуская огромный меч прямо с небес и спрашивая, как ее ученика можно считать неопытным. Хлоя даже не обращает внимания на то хорошее замечание, которое он только что высказал, и просто говорит ему, что если он будет слишком много ныть, она разозлится. Однако Адонис пришел к какому-то выводу и предполагает, что она, должно быть, относится к нему таким образом, потому что он такой же человек, как и они. Он считает, что она не хочет, чтобы он убивал себе подобных, потому что она слишком милая. Из-за этого, как бы плохо с ней не обращались, она подавляет свои эмоции, чтобы он не дрался с людьми, и она никогда не позволяет ему драться с ними. Адонис на пределе своих возможностей, и он не может больше терпеть, что не может защитить ее. Он пытается выразить свои чувства, но она останавливает его и просто говорит, что чувствует то же самое. Когда они обнимаются, у одного из людей, превращающихся
напоминающих палочки от эскимо, есть устройство, которое подтверждает их местоположение. Именно в этот момент наш дуэт начинает парить, и Хлоя потрясена, осознав, что люди, должно быть, что-то завершили. Она отмечает, что даже ведьмы не могут совершать физические путешествия на большие расстояния, но, похоже, именно это и происходит. Вечно героический Адонис говорит ей, что все будет хорошо, и он всегда будет рядом с ней. Если заглянуть в космос, то можно увидеть довольно необычные технологии. Это космическая станция, и люди на борту объясняют, что перенос прошел успешно. Координаты высадки установлены, и начинается обратный отсчет времени. Вернувшись на Землю, император Гет произносит речь. Он снимает свою корону, чтобы крестьяне могли лучше относиться к нему, и начинает с того, что говорит с ними не как их император, а как человек. Император, щеголяющий самыми крутыми усами в округе, подчеркивает, что человечество всегда было защищено магией. Всякий раз, когда происходили стихийные бедствия или эпидемии, люди зависели от ведьм, выражали им свою благодарность, почитали их и боялись из-за их силы, превосходящей человеческие знания, известные как магия. Император Гет считает, что это несправедливо. Он утверждает, что люди — это не просто слабаки, которые должны подчиняться прихотям ведьм и просить их о помощи. Гет, который, вероятно, мог бы убедить кошку купить собаку с помощью своих речевых навыков, советует ему посмотреть на творение человечества. Их бесчисленные воздушные корабли летают по небу, а их мегаполис не боится штормов. Автоматические поезда, курсирующие по их городам, откроют новые границы. И в своих руках они держат плод своей мудрости – смартфон. Это устройство, с помощью которого можно играть в забавные игры и смотреть видеоролики о борьбе с преступностью. Оно говорит им, что люди не слабы. Даже без магии они могут создавать мир природы и управлять им своими силами. Гет с такой приятной речью, что он мог бы продавать кетчуп в качестве томатного коктейля, говорит своему народу, что сейчас настало время искоренить ведьм и показать миру, что они являются его верховными правителями. Какая-то случайная девушка похвалила маньяка-геноцидщика за его фантастическую речь об убийстве, и он заявил, что мир обязательно изменится к лучшему, как только ведьмы будут уничтожены. В этот момент на сцену падает луч света, и мы видим, что Адонис и Хлоя телепортировались. Эти двое не могут поверить в те ужасные вещи, которые им говорит толпа, и приходят в ярость, когда видят, что их привел сюда император Гет. Всегда доблестный Адонис немедленно приступает к действиям, приказывая Хлое бежать, чтобы выиграть время для побега. Однако его довольно быстро останавливают, и Гоу с отвращением видит, что этого человеческого мальчика вырастила ведьма. Затем мы видим, что Хлоя не просто какая-то надоедливая помеха, поскольку она приходит в ярость и говорит Гету, что если он ценит жизни своих людей, то ему нужно отпустить их. А ее юная ученица. Хлоя не из тех, кто бросается пустыми угрозами, поэтому она начинает использовать мощное заклинание абсолютного нуля ледяной магии и решает, что ответом ему будет молчание Гоа. Грядет нечто грандиозное, поэтому Хлоя обращается к горожанам. Она утверждает, что они такие же люди, как и Адонис, поэтому она не хотела с ними сражаться. Если бы она уничтожила их, у Адониса не было бы дома, куда он мог бы вернуться. Вот почему она позволила им дожить до этого момента. Однако они доказывают, что они слишком опасны, и она начинает свое заклинание. К сожалению, она совершенно потрясена, увидев, что ее магия просто прекращается. Гет со своим безупречным запасом знаний объясняет, что она не может понять силу науки, которой овладели люди. Мы видим волшебное устройство подавления фотонов, которое свело на нет ее магию, и люди в толпе весело смеются, как будто они действительно что-то сделали сами. Как будто гордая Голд выражает свое сомнение в том, что она вообще думала о том, что человек, которому она когда-то помогла, когда-нибудь будет преследовать ее. Адонис никогда не хочет сдаваться, так как наш храбрый главный герой пытается использовать свою ручку, но не может понять, почему его магия не работает. Гет объясняет, что пришло время таким ведьмам, как Хлоя, захватить власть над миром, и наотмашь бьет ее прямо по лицу. Как будто этого было недостаточно. Она также полностью обнажена, и толпа начинает фотографировать ее. Адонис приходит в ярость, видя, как унижают его учительницу, и клянется убить их всех, но его снова останавливают. Он продолжает пытаться, но все, что он может сделать, это попросить ее подождать его, и скоро он снова будет рядом с ней. Гёте сыт по горло этим мальчиком, и он приказывает выстрелить ему в голову. Хлоя полностью меняет свое вызывающее поведение, чтобы спасти нашего мальчика, и кланяется императору. Она берет всю вину на себя и объясняет, что мальчик не имеет к этому никакого отношения. Он такой же, как они, человек. Она лжет, говоря, что похитила его и воспитала как своего раба. Он бедный, жалкий человеческий мальчик. Совершенно не соответствующий своему характеру, Хлоя умоляет императора жалиться над ним, и ей все равно, что с ней случится. Адонис совершенно не верит, когда она предлагает ему стать рабыней. В неистовой ярости он что-то дико пишет на земле, казалось бы, потеряв остатки рассудка, и клянется убить их всех. Гет, не заинтересованный ее предложением, наставляет на нее пистолет. Хлоя, понимая, что сейчас произойдет, спокойно окликает Адониса и благодарит его за все. Мы быстро узнаем, когда они впервые встретились. Хлоя приютила бездомного озлобленного маленького ребенка и теперь говорит ему, что она рада, что они встретились. Она начинает произносить слова «я люблю тебя», но прежде чем она успевает закончить, хладнокровный Гет заканчивает ее жизнь. Адонис, застывший от ужаса, умерщвлен, и прежде чем ее тело успевает упасть на землю, солдаты сопровождают его выстрел градом пуль. Адонис умоляет
заставляет их остановиться, но они неумолимы. Их совместная жизнь проносится перед глазами Хлои, и она думает о том, как она была по-настоящему счастлива. Толпа ликует, а Гет завершает свою смерть тем, что отрубает ей голову. Затем мы узнаем остальную часть того, что сказал Бог, когда он поделился своей силой с ведьмами. Он сказал ведьмам, что люди могут бояться их, потому что они робкие. Он надеялся, что они станут друзьями и принесут вечный мир на землю. Однако, если они возненавидят друг друга и начнут сражаться, мир может погрузиться во тьму хаоса. Теперь, когда Хлоя мертва, а Адонис поглощен неистовой яростью, может начаться настоящая история. Мы продвинулись на 10 лет вперед. Пара заключенных спорит из-за еды, но девушка по имени Дорока предлагает им свою еду, чтобы они перестали. Одна из грубых девушек принимает ее предложение, но подруга Дороки Анна указывает, что Дорока ранее отдала свою еду кому-то другому. Тем не менее, Дорока сохраняет бодрость духа и показывает, сколько энергии у нее еще осталось благодаря этому странному танцу. Анна отмечает, что независимо от того, насколько сильно развиваются технологии, благодаря расширению экипировки, люди продолжают ссориться между собой. Войны никогда не прекращались. Она помнит, как ей говорили, что человечество будет счастливо, когда ведьмы исчезнут, но это еще не сбылось. Анна, всегда сохраняющая позитивный настрой, поднимает настроение, играя в куклы на профессиональном уровне. Благодаря ее актерскому мастерству мы узнаем, что они заключенные, потому что проиграли империи. Дорока использует марионетку, чтобы заверить Анну, что все будет хорошо. Как раз в этот момент прибывают солдаты, чтобы вызвать заключенного номер 218. Другие сплетничают о том, что те, кого вызывают, никогда не возвращаются, и Анна приходит в ужас, когда понимает, что она номер 218. Солдаты требуют, чтобы заключенный заговорил громче, и Дорока бесстрашно шагает вперед. Дороку забрали, оставив Анну в полном недоумении, так как это был ее номер. И как будто этого было недостаточно драматично, мы видим, что Дорока оставила своих кукол со своим номером. Дороку забирают в место, где она узнает, что будет служить в качестве рабыни. Она видит, что происходит с теми, кто отказывается, и ярко одетый страж объясняет, что она должна служить империи так же, как и все остальные. Он утверждает, что содержание тюрьмы стоит денег налогоплательщиков, налога на кровь народа империи. Он спрашивает ее, кто привел к расширению ГИР и взрывному росту человеческой цивилизации. Кто использовал свою научную и военную мощь, чтобы победить ведьм и вернуть достоинство человечеству? Он сам отвечает на свой вопрос, утверждая, что это были они, империя Редия. Он уверен, что за нее дадут хорошую цену, и делает с ней селфи, но тут же сожалеет об этом, когда она кусает его за палец. Дорока предпринимает попытку побега и пытается открыть все камеры с помощью телефона надзирателя. К сожалению, их технология предусматривает голосовую аутентификацию. Она пытается вежливо попросить об этом, но у нее ничего не получается, поэтому она старается произвести на надзирателя наилучшее впечатление. К счастью, ее женский голос очень похож на голос яркой надзирательницы, и это срабатывает. Она приказывает всем заключенным бежать, и начинается хаос. Посреди этого хаоса Дорока направляется в совершенно особую камеру, созданную специально для очень могущественного человека. Дороку уничтожают, но солдаты указывают, что все камеры открываются, и у них очень большие неприятности. Как раз в этот момент начинает звучать сигнал тревоги, и камера начинает открываться. Охранники впадают в панику от страха, и мы видим, что это невероятно разгневанный Адонис. Охранники дрожат от страха, а Адонис в беспримерном гневе вырывается из своих оков. Со страхом в голосе один из охранников сообщает, что заключенный 1001 свободен, и он хочет сообщить об этом начальнику тюрьмы. Но у них нет времени, поэтому они принимают невероятно неправильное решение попытаться вернуть его обратно в камеру. Эти безнадежные дураки думают, что это поможет, если они войдут все сразу, но Адонис мгновенно уничтожает одного из них. Без единого слова или лишнего движения Адонис мастерски расправляется с двумя другими. Дорока, вероятно, жалеет, что у нее все еще нет своих марионеток. Она до смерти напугана, и Адонис начинает приближаться к ней. Она умоляет Адониса ничего не делать, но его переполняет безмерный гнев, и кажется, что слова не доходят до него. Он стреляет в нее, но мы видим, что он каким-то образом все еще способен быть милосердным, поскольку он только кричал цепи. Всем охранникам в тюрьме объявлено, что все двери камер и перегородки в коридорах открыты. В другом месте директор Ямато, чьи мочки ушей, вероятно, можно было увидеть из космоса, говорит светловолосому парню разобраться с ситуацией в тюрьме и дает ему разрешение вооружиться оружием. Больше, чем 5-й класс. На взгляд заместителя директора Юки, этот парень говорит слишком небрежно, и его отправляют восвояси. Юки обещает в конце концов убить этого светловолосого мальчика, но Ямато предостерегает от этого, поскольку он такой же высокопоставленный руководитель, как и она. Директор Блинчик для мочек ушей уверен в способностях парня, но знает, что тюрьма довольно опасна. В тюрьме продолжается хаос, и начальнику тюрьмы сообщили, что даже хранилище конфискованных предметов открыто. Он не может поверить, что Дороке удалось взломать систему голосовой аутентификации его телефона, и глубоко разочарован ее решением освободить единственного человека, которому они не могли
позволить сбежать. В другом месте мы видим Адониса на крыше здания. Он проверяет свои силы, стреляя пулей, и использует одно из написанных им заклинаний призыва, которое называется усиление. Адонис, явно преследующий только одну цель, восклицает, что пришло время покончить с каждым гражданином до последнего. Вернувшись в тюрьму, светловолосый мальчик, настоящее имя которого Экеут, сообщает, что он обыскал весь лагерь для интернированных, но не нашел никаких следов мальчика. Мы видим, что забота о ситуации на самом деле означала уничтожение всех заключенных, и он узнает, что на здание обрушился мощный взрыв. Шелл. Он отправится туда как можно скорее, но решает, что ему нужно сначала разобраться с причиной беспорядка. Вернувшись в город, Дорока совершенно обезумел. Она винит себя в грядущей катастрофе, поскольку не смогла остановить Адониса. Неподалеку Адонис бродит по городу, и мы видим, что его деструктивное поведение попало в новости. Там сообщается, что в здание был запущен массивный предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Степень ущерба не ясна, но это может быть нападение соседних государств. Адонис продолжает бродить, думая о том, что Хлоя не похвалила бы его за то, что он собирается сделать. Он представляет, что бы она сказала, подчеркнув, что месть не вернет ее к жизни. Ему удалось сбежать, так что она хотела бы, чтобы он просто наслаждался своей жизнью. Адонис способен найти хоть капельку утешения в этих словах, но некоторые воинственные придурки, которые, вероятно, заслуживают того, что с ними происходит, называют его подонком, когда видят, как он разговаривает сам с собой. Адонис признает, что со дня смерти Хлои прошло 10 лет, но сколько бы времени ни прошло, он никогда не забудет того, что произошло. Выражение ее глаз и ее голос, слова, когда она сказала ему, что любит его. Он заявляет, что тоже любит ее, как только начинает использовать свой стиль письма, призывая магию. Земля сотрясается под городом, и на этот раз Адонис призвал великана. Полиция, работающая неподалеку, не верит звонящим по поводу великана, но они быстро понимают, что что-то не так, когда в их здание врезается машина. Водитель в ужасе от чего-то огромного, но полицейские, делающие то, что у них получается лучше всего, тоже ему не верят. И этот блестящий детектив, это, вероятно, заслуживает повышения, поскольку определяет, что водитель просто не в себе от наркотиков, и они должны просто арестовать его. Шерлок звонит в отдел по борьбе с наркотиками, но быстро осознает свою ошибку, когда действительно видит гиганта. Гигант наносит огромный ущерб городу, подвергая людей опасности. Затем Адонис направляется к центру города и восклицает, что императору Гету лучше не пытаться бежать. Клянусь императором, Ямато сообщили о гигантском роботе. Он проезжает через деловой район и направляется в их сторону. Они не в состоянии остановить его, и все попытки связаться с императором провалились, но королева сообщила им, что он нездоров. Директор Ушастик объявляет чрезвычайное положение. Он запрашивает наземную поддержку со всех имеющихся самолетов и приказывает также выслать всех пехотинцев в доспехах. Ямато восхищается гигантским роботом, и ему сообщают, что мальчик и его перо пропали из тюрьмы. Это дает понять, что гигант, должно быть, питается магией. Это значительно упрощает задачу для пары мочек-ушей с прикрепленным к ним телом, поскольку это означает, что им нужно всего лишь активировать свое магическое устройство подавления фотонов. После уничтожения всех ведьм устройство было помещено в подземное хранилище, и неизвестно, будет ли работать устройство десятилетней давности должным образом. Ямато оставляет решение вопроса государственной важности в руках Юки, и в связи с этим в стране объявляется чрезвычайное положение. Великан продолжает буйствовать, и мы видим, что ярость Адониса не щадит человеческих жизней. Несколько танков прибывают в надежде положить конец катастрофе, но их атаки сильно промахиваются. По какой-то неизвестной причине их снаряды летят не прямо. Адонис называет их отбросами, требуя сохранить им жизни, и наносит гигантский удар по зданию с такой силой, что его обломки разрушают танки. Судя по масштабным разрушениям, Юки ясно видит, что 10 лет заключения Адониса были потрачены с пользой. Оказалось, что в его сознании это была симуляция без ограничений. Научное исследование проводилось в его сознании. Это идеальная среда для определения наиболее точного способа уничтожения нации. Пока Адонис продолжает свое неистовство, Юки объясняет, что единственный способ для неведьмы использовать магию – это использовать магию призыва в письменном виде. Это практика понимания и систематизации механизмов магии и преобразования их в математические выражения с помощью специального пера. Однако освоить это было бы нелегко без такого замечательного учителя. Прямо сейчас для Адониса нет разницы между теми, кто присутствовал здесь 10 лет назад, и теми, кого там не было. Адонис безжалостен в своей атаке. Он утверждает, что если убийство Хлои было великой целью человечества, то все, кто живет в стране и пожинает плоды, такие же люди, как и он, виновен. Затем Адонис демонстрирует свою невероятную способность вызывать что угодно по своему желанию, в том числе гигантские пушки Гатлинга, называемые поясом пуль. Наш главный герой, жаждущий мести, полон решимости все исправить, поскольку он хочет обменять око за око. Он поступает точно так же, как люди поступили с его учителем, и поливает пулями большую толпу. Молодой человек, которого мы видели 10 лет назад, явно был доведен до крайности. С полными слез глазами и без малейшего намека на здравомыслие, он смотрит в небо, обнаруживая леденящую душу красоту после своего буйства. Однако что-то здесь не совсем так. Адонис явно разочарован и все еще в смятении. Он хотел бы, чтобы ему стало легче относиться к происходящему.
по-настоящему. Неподалеку мы видим, что Экаут наблюдает за нами, и ему говорят, что заклинатель находится на ладони у великана. Всем силам сообщают, что их цель – долгосрочный пленник, ученик ведьмы Адонис. Атака на гиганта начинается с группы реактивных истребителей. Они обстреливают гиганта несколькими ракетами, вынуждая Адониса покинуть его. Из-за безрассудного отказа ракеты продолжают падать дождем, подвергая гражданскому населению большому риску. Здание вот-вот превратит совсем недавно осиротевшего ребенка в лепешку, но Дорока появляется из ниоткуда, чтобы спасти его. Она оставляет ребенка с незнакомцем и объясняет, что направляется остановить Адониса. На крыше соседнего здания Адонис обнаруживает, что он не в форме, и на него начинают спускаться солдаты. Вернувшись в императорский замок, мы видим, что хотя императору Гету удалось сохранить свои безупречные усы, он не смог сохранить свое здоровье. Он серьезно болен, поэтому королева говорит ему, чтобы он ни о чем не беспокоился, и с их империей все будет в порядке. Она советует ему отдохнуть и заверяет, что он проделал огромную работу в качестве императора, чтобы империя была сильной. Император Симпери благодарит королеву за то, что она остается рядом с ним и дает ему силы делать то, что он делает. Однако он кашляет так сильно, что, вероятно, у него могут выйти из строя все внутренние органы, и мы узнаем, что у него неизлечимая болезнь. Этот абсолютный альфа-самец с горой тестостерона говорит ему, что ему не нужен врач, так как он в полном порядке. Даже несмотря на то, что он небрежно держит полную ладонь из его собственной крови. Гет начинает задумываться, не является ли его болезнь проклятием самого бога. Впрочем, это не имеет значения, он отказывается каяться. Они построили сверхнаучную цивилизацию и сжигали своих соседей, ведьм, во имя прогресса. Мир и человечество никогда не смогли бы продвинуться вперед, пока вокруг были ведьмы. Когда он произносит свою маленькую речь, мы видим, что Адонису не нужны никакие слова, и он продолжает сокращать население. Гет продолжает объяснять, что человечество должно самостоятельно прокладывать свой путь. Новый век не нуждается в магии, и если уж на то пошло, магия будет только мешать ему. Есть одна вещь, в которой он уверен, и это то, что он поступил правильно. Начинается дождь, и Гет показывает, что его усы не единственная гладкая черта в нем, когда он говорит своей королеве, что она цветок, распустившийся на пути кровавой бойни. Где-то в другом месте Ямато потрясен, услышав собственными ушами, что их элитное подразделение уничтожено. Однако, что еще более поразительно, так это то, что к цели приближается гражданский человек. Затем мы наблюдаем, как Адонис душит солдата, и солдат, по-видимому желая смерти, говорит Адонису, что они должны были покончить с его жизнью 10 лет назад вместе с этой ведьмой. Адонис, у которого одни из самых холодных глаз, которые он когда-либо видел, согласен с тем, что они должны были покончить с ним, и даже он жалеет, что они этого не сделали. Прежде чем Адонис успевает еще больше расстроиться, появляется Дорока, чтобы остановить его. Она умоляет его прекратить свое буйство, поскольку он уже забрал жизни многих граждан этой империи. Она задается вопросом, не сделал ли он еще недостаточно, и объясняет, что больше не хочет видеть, как гибнут невинные люди. Слово «невинный» выводит его из себя, и он шокирующим образом лишает солдата жизни прямо у нее на глазах. Дорока совершила огромную ошибку, так как ее попытки сказать ему, что эти люди невиновны, заставили его кое-что осознать. Он был сбит с толку, но теперь понял, что независимо от того, сияющие они или нет, все люди – его враги, подлежащие уничтожению, даже если они заключенные. Тарока не выказывает страха и говорит ему, что Хлоя не хотела бы этого. Она по глупости испытывает свою удачу, но продолжает напоминать ему о Хлое, но это только приводит Адониса в еще большую ярость. И он напоминает человеческому отребью, чтобы оно случайно не произносило имя Хлои. Он считает, что Дарок здесь только для того, чтобы отвлечь его, пока не прибудет следующая волна солдат. Именно так поступили бы люди, поскольку они всегда сражаются грязно, как и тогда. Он уверен, что ведьмы ни за что не проиграли бы людям, если бы не использовали дешевые уловки. Он говорит Дороке держаться от этого подальше, поскольку она ничего не знает. Однако Дорока знает гораздо больше, чем он думал. Она утверждает, что его зовут Адонис. Это имя величайшая ведьма в мире дала своему любимому ученику. Затем она потрясла его до глубины души, заявив, что это общеизвестно для таких ведьм, как она сама. Адонис на мгновение просто не поверил своим ушам. Она начала представляться, но Адонис снова пришел в ярость. Он уверен, что она просто морочит ему голову, и он указывает на то, что все ведьмы мертвы. Он говорит человеческому отребью, чтобы оно никогда больше не упоминало о ведьмах, но она объясняет, что им удалось выжить во время охоты на ведьм. Охваченный вихрем эмоций, Адонис разочарованно спрашивает, что если они выжили, то почему не пришли спасти Хлою? Почему они позволили своей собратье-ведьме умереть? Она снова и снова извиняется и объясняет, что все они отчаянно пытались спастись. Адонис не хочет слышать никаких извинений и напоминает ей, что уже слишком поздно, Хлоя уже ушла. Дурака оставляет его в недоумении, когда она заявляет, что Хлоя вернется. Они вернут ее к жизни. Адонис воспринимает это только как оскорбление и готовится покончить с ней из-за ее абсурдной лжи. Она умоляет его и объясняет, что проникла в страну, чтобы спасти его и вернуть Хлою. Им нужны его воспоминания о ней, им нужно, чтобы он воскресил Хлою.
Адонис, кажется, даже больше не слушает ее, поскольку он призывает меч и продолжает утверждать, что покончит со всеми. Он покончит с ней и со всеми, кто встанет у него на пути. Он покончит с любым, кто бросит ему вызов, и с каждым, кто заговорит о Хлое. Дорока решает, что если это то, что нужно Адонису, то она с радостью отдаст свою жизнь, чтобы удовлетворить его. Она говорит, что просто рада, что встретила его, и Адонис вспоминает, как Хлоя сказала именно эти слова. Адонис падает на землю, заливаясь слезами. Его неустанное стремление отомстить на мгновение приостанавливается, омраченное слабейшим проблеском надежды вернуть Хлою. Адонис больше не уверен, во что верить, но уверен, что отчаянно хочет вернуть Хлою, и спрашивает Дороку, возможно ли это на самом деле. Она уверяет его, что так оно и есть. Дорока велит ему пойти с ней и обещает, что он больше не будет одинок. Адон переключает свое внимание с мести на отчаянную попытку ухватиться за надежду, протягивает к ней руку. Но только для того, чтобы быть совершенно ошеломленным, когда в Дороку стреляют. Все кончено, и он просто разочарован, что не смог попасть в них обоих. Затем мы заглянем в недавнее прошлое, когда город подвергся вторжению. Дорока находится там, и она может только безнадежно наблюдать, как разрушается ее дом. Прямо на ее глазах убивают ее соседей, но она удивлена, увидев, что Майя все еще жива. Майя понятия не имеет, что произошло, и объясняет, что люди просто внезапно напали. Дорока не может найти в этом никакого смысла, поскольку она указывает, что до недавнего времени они так хорошо ладили с людьми. Дорока хочет пройти полный курс обучения в Хогвартсе и вернуть все волшебством в нормальное русло, но Майя говорит, что они не могут, и указывает, что люди привезли машину, которая подавляет их магию. Майя велит Дороке бежать и рассказать кому-нибудь по имени Офелия о том, что происходит, так как она, возможно, сможет помочь. Дорока хочет, чтобы Майя поехала с ней, но, похоже, не понимает, что у Майи в спине огромная дыра, похожая на Гранд Каньон, и она, вероятно, не сможет этого сделать. Встаньте, не говоря уже о том, чтобы отправиться в путешествие. Майя рассказывает ей, как добраться до дома Офелии, и мы, наконец, узнаем историю создания замечательной ночной куклы, которая была у нее в тюрьме. Майя не позволит зияющей дыре в спине помешать ей выступить в последний раз, и она использует куклу, чтобы сказать Дороке, что она сильная девочка. Это абсолютное шоу леди скрывает боль в спине, делает свой голос более глубоким и говорит Дороке бежать как можно быстрее. Она может. Никто не сможет ее догнать, и она окажется там раньше, чем успеет опомниться. Дорока берет куклу и убегает, пока Майя прощается с ней в последний раз. Она знает, что нельзя оглядываться назад, и бежит так быстро, как только может, а солдаты находят Майю, чтобы закончить то, что они начали. Вернемся к настоящему. Адонис оказывается рядом с Дрокой после того, как в нее только что выстрелили. Он умоляет ее пока не умирать и отчаянно спрашивает, как он может воскресить Хлою из мертвых. Она рассказывает ему что-то о ведьмах, чего мы не слышим, но ему приходится быстро отойти, так как на нее сыплются пули. Окруженный солдатами, гнев Адониса, кажется, никогда не утихнет, так как он чувствует, что над ним издеваются. Ему только что дали надежду, что Хлою можно вернуть, но он понятия не имеет, как это сделать. Солдаты готовятся покончить с жизнью Адониса, а глупый Каут, который по глупости застрелил девушку, которая собиралась помочь Адонису, преждевременно сообщает Ямамото, что Адонис мертв. Однако мы видим, что Адонис взял свое перо и говорит людям, чтобы они не зазнавались. Затем солдаты просто наблюдают, как Адонис готовится к атаке, и только через несколько секунд решают стрелять. Эти парни выпускают все пули, которые у них есть, но это бесполезно, так как они просто отскакивают от магического барьера Адониса. Ямато слышит шум боя за милю, и ему не нравится происходящее. Как только Адонис закончит демонстрировать свою силу, он направит пули против солдат и покончит с ними. Адонис даже не вспотел, когда расправился со всей группой, оставив только одного лысого чувака. Я думаю, Эко не просто наблюдал за происходящим, он решил, что было бы разумно выстрелить в Адониса. Пуля ничего не делает, кроме как создает шумную сцену, и Эко потрясен, увидев, что Адонис легко остановил ее. Адонис использует свой стиль письма, призывая магию на и без того довольно большую пулю, и делает ее еще больше. Только сейчас Зика понял, что это была плохая идея, но уже слишком поздно, так как Адонис требует, чтобы он умер, и отправляет гигантскую пулю обратно. Стрелять в туку на глазах у Адониса было достаточно плохо, но стрелять в Адониса оказалось еще хуже, так как он достал нас всего на несколько секунд. Пара ног. Адонис называет всех людей беспомощными насекомыми и издевается над ними за то, что они думают, что у них есть хоть какой-то шанс победить его. Адонис обращается к бедной душе, которую он оставил в живых, и задается вопросом, действительно ли люди думали, что он позволит им жить в мире после убийства Хлои. Все наблюдают из штаб-квартиры Орлоуп, как Адонис заявляет, что сотрет с лица планеты всех людей до единого. Он клянется, что заставит их почувствовать отчаяние Хлои. На данный момент Ямато совершенно бессилен и просто надеется, что Юки сможет вовремя выполнить свою миссию. Затем мы наблюдаем, как Юки испытывает благоговейный трепет перед жемчужиной науки, которая когда-то победила ведьм. После активации они смогут подавить магию Адониса. Затем мы узнаем, что Ямато на самом деле ее старший брат. К счастью для нее, эти мультяшные мочки ушей, похоже, не являются семейными, но она надеется, что активация машины поможет ей быть полезной брату. Юки торопит своих людей начать работу,
но их останавливает одно из 4 национальных бюро империи готов – Национальное научное агентство. Директор Тета утверждает, что она знала, что появится горячее бюро безопасности, и признает, насколько выросла Юки. Юки шокирована, увидев там Тету, и мы видим, что хотя у Юки и не хватает мочки уха, она компенсирует это огромными бровями. Тета не позволяет им активировать устройство, и Юки требует объяснений. Вернувшись в штаб-квартиру, Ямато подносит телефон к своей огромной мочке уха, чтобы принять звонок от Юки, но шокирован, услышав, что на самом деле это Тета. Ямато говорит ей, что у него нет времени говорить, так как они соревнуются во времени, но он слушает, как что то, что она должна сказать, имеет жизненно важное значение. Она объясняет, что волшебная фотонная штуковина не может быть активирована. Наука – это работа человечества, которая проливает свет на мир. Они многому научились, но все еще есть вещи, которых они не понимают. Одной из таких вещей являются частицы, испускаемые устройством. Она напоминает ему о болезни, которая развилась у солдат, участвовавших в охоте на ведьм 10 лет назад, и называется болезнь клеточной дисфункции человека. Они не могут сказать наверняка, но они считают, что эти частицы воздействуют на организм человека, и это устройство убивает клетки. Ямато никогда раньше об этом не слышал, но Тета объясняет, что это потому, что они это скрывали. К несчастью для глупых людей, больше не осталось ведьм, которые могли бы восстановить природную среду обитания. Атмосфера, которая могла бы очистить нас от этих вредных лучей, исчезла, и природа впала в немилость. При нынешнем положении вещей, если бы человеческое тело подверглось воздействию огромного количества частиц, оно было бы разрушено. Ямато потрясен больше, чем когда-либо, поскольку теперь он понимает, что это могло быть причиной болезни императора Гёта. При беглом просмотре боя видно, как Адонис маниакально смеется, с легкостью останавливая пули еще большего числа солдат, и с ними происходит то же самое. Они быстро проигрывают битву, и Ямато это понимает. Тета говорит Юки возвращаться в столицу, но вместо этого она убегает за устройством. Она думает о том, что они не могут позволить себе беспокоиться о болезнях, когда угроза магии прямо перед ними, и вспоминает, как ее старший брат доверил это дело ей. Тета приказывает всем эвакуироваться и умоляет Юки не активировать устройство, так как даже небольшое воздействие может привести к серьезным последствиям. Юки совсем не слушает, когда она заявляет, что ее миссия имеет государственное значение, и отчаявшаяся девушка активирует устройство. В городе Адонис продолжает смеяться как сумасшедший, но шокирован, когда его магия прекращается. Все в штаб-квартире видят, что Адонис выронил перо, а Ямато в отчаянии спрашивает, как поживает Юки. Тета говорит ему, что ничего страшного не произошло, но мы видим, что она и Юки серьезно ранены. Пока Тета выключает устройство, Ямато отчаянно хочет узнать, что произошло, но Тета напоминает ему сосредоточиться на стоящей перед ним задаче. Она задается вопросом, действительно ли Адонис это тот, кем они не могут быть без подавления магии, и спрашивает его, действительно ли у них должны быть такие проблемы с ним. Он напоминает, что его долг быстро уничтожить тех, кто вредит империи, и она с большой гордостью заявляет, что они готовы. Нерушимая империя. Ямато воодушевлен и приказывает всем подразделениям атаковать. Адонис убегает, пытаясь достать свое перо, но уже слишком поздно, так как солдаты уже готовы открыть огонь. Одна очень сердитая Карен оказывается на линии огня. Фьюри сказал, что Адонис причинил вред их нации. Между ними и другими солдатами рушится здание, но Карен на это наплевать, и она достает свой термоблок. Адонис задается вопросом, умрет ли он наконец, и рад, что сможет воссоединиться с Хлоей. Солдат совсем не сдерживается и одним ударом сносит ему голову. Остальные солдаты почти ничего не видят, но в конце концов из дыма появляется девочка с головой Адониса. Она утверждает, что покончила с ученицей ведьмы. Все празднуют это событие, и ее приветствуют как героя. Все в штаб-квартире тоже празднуют, и Ямато вздыхает с облегчением. Ямато хвалит своих солдат, но напоминает им, что праздновать пока не стоит. Им все еще нужно забрать его тело и подтвердить ущерб, нанесенный каждому району города. Ямато сообщили, что солдат, убивший Адониса, является новобранцем пехотинцев в доспехах. Его ассистент хочет узнать о ней побольше, но Ямато говорит им, чтобы они не беспокоились, так как гораздо важнее узнать, как поживают директор Тета и вице-директор Юки. Гордый Ямато считает, что Тета был прав, и их нация сильна. Однако мы видим, что Тета была недостаточно сильна, так как ее растерзанное тело увозит, как и Юки. Затем мы наблюдаем, как император Гет произносит еще одну из своих классических и легендарных речей, при этом трубки, казалось бы, выходят из каждой части его тела, чтобы не дать ему распластаться на середине приговор. Он объявляет, что магия каким-то образом выжила, а отвратительные ведьмы все еще живут в этом мире. Мальчик, которого они забрали из рук ведьмы 10 лет назад, был выпущен на свободу, и это худший из возможных исходов. Это Адонис, заключенный на длительный срок и ученик ведьмы. Несмотря на то, что он такой же человек, как и они, Адонис – это пережиток ужасного старого мира, очарованного магией. Гет, показывающий, как бы это выглядело, если бы требовалось жизнеобеспечение, объясняет, что даже спустя 10 лет они не смогли определить, как Адонис смог использовать магию как человек. Гет признается, что он зол на себя за то, что позволил Адонису жить, но он убеждает свой народ, напоминая им, что империя Редия – это вершина мира.
Сила науки, которой они овладели, и их войска с железной волей не отступят ни перед каким злом. Гет, который в этот момент выглядит как USB-зарядная станция, завершает свою речь призывом к своему народу гордиться тем, что они родились людьми в империи Редия. Психопат утверждает, что старого мира больше нет, Бог мертв, а их нация теперь Бог. В какой-то случайной школе мы увидели, что какая-то девочка смотрела выступление Пахмтуб. Учитель признает, что все было непросто, так как несколько их учеников умерли, и мы видим, что на парте стоит какое-то растение в память об одном из них. Любимчик учителя спрашивает, почему ученик ведьмы встал на сторону ведьм, если он был человеком, но учитель понятия не имеет. Урок окончен, и он, вероятно, просто хочет убраться отсюда к чертовой матери. К рыжеволосой девочке подходит другая девочка, которая утверждает, что видела, что она сделала. Рыжеволосая девочка сразу понимает, о чем она говорит, но защищается, говоря, что это была нормальная реакция на ту ситуацию. Девочка решает оставить ее в покое, но рыжеволосая девочка все еще надеется, что она съест себя в здании. Рыжеволосую девочку зовут Эйри, и она отправляется на место разрушения. Она в ярости на Империю за то, что та не выполняет свою работу по защите людей, и мы видим, что она была той девушкой, чей парень умолял о помощи. Она колебалась, стоит ли ему помогать, и в конце концов решила бежать, спасая свою жизнь, оставив его гадать, почему она бросила его прямо перед тем, как быть убитой. Раздавлен. Она чувствует себя ужасно из-за того, что бросила его, но еще хуже из-за того, что ее физически влечет к парню, использующему магию. Парень удивляет ее, и она сразу понимает, что он работает на правительство. Она пытается удалить фотографии Адониса, которые у нее есть, но мужчина говорит ей, что все в порядке, и он сохранит ее тайну. Он указывает на то, что ученик ведьмы – отвратительный преступник, который вызвал катастрофу, но он не стал бы доносить на нее. Эри извиняется и уходит. Мы быстро выяснили, что этого парня зовут Ос Великолепный, и он двуличный придурок. Он позвонил, чтобы сообщить точное местонахождение девушки. Он объяснил, что она, похоже, попала под влияние террориста и приказал схватить ее. Он хочет, чтобы Бюро национальной безопасности решило, что с ней будет дальше. Но он уверен, что ее либо казнят, либо посадят в тюрьму за государственную измену. Он восклицает, что осмотр зоны бедствия довольно утомителен, но ему говорят, что окончательная проверка завершена. Ос решает вернуться на базу и говорит по телефону девушке по имени Чарми, чтобы она обняла его и поцеловала, когда он вернется. Чарми явно раздражена и просит шефа Аза ответить на ее просьбу о переводе, чтобы она могла убраться оттуда к чертовой матери. Ей надоело каждый день работать сверхурочно и терпеть босса, который злоупотребляет своей властью и преследует ее. Однако, перейдя к делу, она сообщает, что только что пришел какой-то невероятный анализ и просит Аза немедленно вернуться. Когда мы видим, что Адонис там, она шокирующе показывает, что тело, которое они захватили, подделка, и мы видим, что Адонис просыпается где-то в другом месте. Затем мы слышим, как Адонис кричит в агонии, и видим, что его удерживают несколько женщин. Они обеспокоены, потому что температура его тела, частота сердечных сокращений и кровяное давление быстро растут. Его сердце больше не выдержит, и маленькая мисс, я же тебе говорил, говорит, что она знала, что человек не сможет выдержать гетерофазный перенос. Мадам Офелия прибывает, чтобы всех успокоить, и готовится вернуть Адониса в чувство, стимулируя его мозг. Она погружается прямо в него, и Адонис начинает вспоминать свое прошлое, но его боль не проходит. Конечно же, он зовет свою любимую Хлою и начинает вспоминать, что на самом деле он не умер. Он видит разбросанные повсюду части своего собственного тела, а солдат Карен произносит слова магии дублирования «Смерть отменяется». Адонис понятия не имеет, что это значит, и Карен на самом деле оказывается Анной, девушкой, которая проникла в страну вместе с Дарокой. Все было сделано с намерением вернуть Хлою к жизни, так что Анна здесь для того, чтобы вытащить Адониса оттуда. Адонис хочет узнать больше об Анне, но у нее нет времени на объяснение, и она просит Офелию забрать его. Магия причиняет боль, но она спасает Адониса, а Анна приносит извинения своей покойной подруге Дароке. Адонис просыпается в этом странном месте, и старая Офелия благодарит его за то, что он сражался за них. Наш мальчик по понятным причинам довольно измучен и никому не доверяет, но Офелия рассказывает, что теперь он находится в стране ведьм, где наконец-то может начать заниматься гаремным искусством. Нашего мальчика катают по полу, потому что у него не работают ноги, и он смотрит на весь потенциал гарема. Некоторые ведьмы явно не понимают, что им не следует провоцировать этого парня, поскольку они упоминают, что Хлоя была бы счастлива видеть, как он так быстро поправляется. К счастью для них, Адонис не теряет рассудка, услышав имя Хлои, так как он действительно рад слышать, что они знали Хлою, когда были моложе. И Адонис искренне улыбается в первый раз за очень долгое время. Адонис весело говорит человеку, который все это время толкал его, что на самом деле он может прекрасно ходить. Но Офелия объясняет, что человеческое влияние не может коснуться уединенной земли. Она также говорит, что путь, который он проделал, чтобы попасть туда, намного превосходит то, что он может себе представить, и его организм пережил слишком большой стресс. Офелия странным образом сильно пахнет лимоном, а Адонис просто хочет знать, что она с ним сделала. Она объясняет, что просто пригласила его, и рассказывает, что знала Хлою
Хлою так же, как и все ведьмы в стране. Офелия говорит, что Хлоя была сильнее, умнее, жизнерадостнее и добрее, чем кто-либо другой. Однако она была изгнана из страны ведьм. Гнев Адониса снова начинает закипать, когда он указывает, что именно Офелия изгнала ее за то, что она учила магии человека-дитя. Офелия удивлена, что Хлоя рассказала ему об этом, но Адонис показывает, что он только что догадался об этом. Затем Офелия объясняет, насколько важна магия для ведьм, поскольку она олицетворяет дружбу и преданность, дарованные им Богом для того, чтобы вести человечество за собой. Эта леди действительно играет с огнем, утверждая, что магия – это не то, чему следует учить человека. Хлоя взяла в ученики человека, но они не поняли ее намерений. На лице Адониса снова появляется сердитое выражение, и она объясняет, что в то время каждая ведьма умоляла Хлою оставить ее ученицу и вернуться. Офелия с теплотой вспоминает, как Хлоя всегда просто вежливо отказывалась. Адониса, похоже, это нисколько не волнует, и он спрашивает старую леди, закончила ли она предаваться воспоминаниям. Так оно и есть, но с этой леди лучше не связываться, поскольку она показывает нашему мальчику его перо. Адонис отчаянно пытается его достать и весело приказывает девушке убраться с дороги, хотя она вовсе не стояла у него на пути. Карма мгновенно обрушивается на него, когда его тело сдается, а Офелия анализирует удивительное волшебное перо. В нем есть пропитанное магией перо Феникса с волнами, напоминающими спящий, и красным драконьим глазом. Она возвращает его Адонису, и становится ясно, что Хлоя сделала это для него, когда он прижимает его к себе. Адонис готов приступить к делу и спрашивает Офелию, действительно ли они могут воскресить Хлою из мертвых. Офелия объясняет, что ведьмы не лгут, и надежда Адона возрождается. Взглянув на небо, мы с ужасом обнаруживаем, что наш мальчик может стать астронавтом, ведь его больше нет на Земле. Офелия объясняет, что уединенная Земля ведьмы находится за пределами досягаемости людей. Они прибыли туда 10 лет назад, и это место снова стало местом, где ведьмы могут жить мирно. Это новая нация ведьм под названием Луна Эмилия. Затем Адонис надевает скафандр, чтобы лучше видеть, и мы обнаруживаем, что ведьмам, по-видимому, не нужен кислород. Она объясняет, что наука раскрыла истинную природу человечества, и она задается вопросом, не сделал ли Бог Землю круглой, чтобы глупые люди не заглядывали слишком далеко в будущее. Адонис отказывается подчиняться этому, и Офелия показывает ему кладбище ведьм. Она произносит небольшую речь о том, что люди слишком много внимания уделяют поговоркам, и что король действительно верил, что поговорки о ведьмах развратят человечество. Затем все становится по-настоящему безумным, когда она ведет его к дереву под названием Мито, которое, по-видимому, производит ведьм. Это первый раз, когда Адонис видит ведьму, и он объясняет, что Хлоя терпеть не могла говорить о своем происхождении. Вероятно, потому что она родилась на дереве, похожем на какое-то яблоко. Ситуация становится еще хуже, поскольку любые надежды на то, что Адонис создаст самый большой гарем ведьм, когда-либо известный человеку, мгновенно рушатся, когда Офелия объясняет, что ведьмы однополые. В отличие от людей, у них нет пар для спаривания. Деревья дают им жизнь в виде плодов, содержащих силу Бога. Вот это дерево, последнее уцелевшее дерево, привезенное сюда с поверхности планеты. Люди сожгли все остальные Мито, так что это единственное оставшееся дерево, которое может давать жизнь ведьмам. Слово «регенерировать» наводит нашего мальчика на определенные мысли, и он думает, что Хлоя может быть в одном из елочных шаров. Офелия объясняет, что прямо сейчас это просто ведьма, ожидающая своего рождения, и ей нужна его сила, чтобы стать Хлоей. Это требует много объяснений, и эта леди не разочарует. Она начинает с того, что говорит, что магия – это процесс придания мыслям человека физической формы в материальном мире. Написанный Адонисом стиль призыва магии, в зависимости от его мастерства, может быть использован для придания формы любым мыслям. Она приводит в качестве примера память и говорит, что память – это сама жизнь. Если бы Адонис смог запечатать свои воспоминания о Хлое в этом фрукте, то, возможно, он смог бы получить то, что они ищут. В конце концов, Адонис – это ключ к воскрешению Хлои, поэтому она просит его дать ей знать, когда он будет готов. Адонису нужно время, чтобы все осознать, и он не может поверить, что именно его магия воскресит Хлою. Как раз в этот момент из ниоткуда появляется Анна. Она в ярости и спрашивает его, не хочет ли он что-нибудь сказать. Адонис думает, что она ждет благодарности, но это расстраивает ее еще больше, и она со слезами на глазах напоминает ему, что Дорока умерла ради него. Адонис, кажется, потерял все эмоции и просто говорит ей, что это не его проблема. Он напоминает ей, что именно они все спланировали, так что им не стоит вымещать на нем свой гнев. Анна приходит в ярость, когда Адонис уходит от нее и указывает на то, насколько эгоистичны люди. Она начинает задаваться вопросом, почему они рисковали своими жизнями ради кого-то вроде него, но это определенно заводит Адониса. У него есть ответ для нее, и он объясняет, что знает истинную причину, по которой они спасли его. Анна в шоке, но Адонис говорит ей перестать прикидываться дурочкой. И мы быстро узнаем, что в этом аниме больше поворотов, чем в «Фабрике кренделей»,
когда увидим, что Дорока сказала Адонису перед смертью. Она шокирующе раскрыла, что ведьмы планируют использовать Хлою, и сказала ему, что им с Хлоей нужно бежать из страны ведьм. Шокирующие откровения на этом не заканчиваются, поскольку Адонис указывает, что ведьмы могут жить в экстремальных условиях без защитного снаряжения. Поэтому им не нужно было строить такое огромное сооружение. На самом деле это сооружение представляет собой клетку, в которой они держат людей. Шерлок Холмс пришел к выводу, что ведьмы планируют похищать людей, рабов и детей, используя гетерофазный перенос. Затем они научат их магии вызова в письменном виде и заставят сражаться за них. Ведьмы находятся на грани вымирания, поэтому им нужен альтернативный источник солдат, чтобы победить. Наш детектив знает, что только Хлоя умеет делать иглы, и это настоящая причина, по которой они хотят ее воскресить. Адонис уходит как босс, но Анна преследует его. Она задается вопросом, что он будет делать с этой информацией, и отчаянно просит его помочь им. Адонис говорит, что он все равно воскресит Хлою. Эта часть не изменилась. Он простой простофиля и всегда просто следовал воле Хлои. Так что если Хлоя отвергнет их, то ведьмы тоже станут его врагами. Церемония начинается очень скоро после этого, и Адонис использует свой стиль письма, призывая магию, которая называется ностальгические воспоминания. Его воспоминания скрылись в древесном шаре, и мы можем увидеть некоторые из них. Тогда времена были намного проще. Адонис был непослушным маленьким ребенком, а Хлоя была его любящей опекуншей. Однажды она была поражена тем, как Адонис, казалось, запомнил все созвездия, и подумала, не был ли он каким-то божественным вундеркиндом. Она поняла, что именно она научила его, и в шутку задалась вопросом, не делает ли это ее богом. Они оба весело смеются, и Адонис думает о том, что он ни на что не променял бы время, проведенное с ней. На него нахлынули новые воспоминания, и Адонис вспоминает тот случай, когда он увидел, что Хлоя была покрыта шрамами. Она дразнила его, называя извращенцем, и он сказал ей, что пойдет постоять на страже. В этот момент обычно очень сильная Хлоя не выдержала и поблагодарила Адониса за то, что он остался с ней, потому что она не смогла бы жить в этом мире одна. Сейчас он говорит, что тоже не может жить в этом мире один, и говорит Хлое, что любит ее. Адонис представляет, как Хлоя стоит перед ним и говорит спасибо по завершении церемонии. Но что удивительно, ожившая ведьма – это не Хлоя, а Рока. Адонис знал, что ведьмы лгали, и на самом деле они просто хотели оживить Хлою по эгоистичным причинам. Адонис хочет снова увидеть Хлою больше всего на свете, но он не хотел, чтобы она жила жизнью, в которой ее либо использовали бы ведьмы, либо охотились бы люди. Именно тогда Адонис решил, что он не собирается возвращать к жизни свою драгоценную Хлою, потому что не хотел, чтобы она снова почувствовала ту боль, которую испытывала она. Он понял, что в этом ужасном мире нет места такому ангелу, как она. Офелия была потрясена, когда поняла, что Адонис переписал ритуал, и все присутствующие потеряли дар речи, когда из-за дерева появился Дерока. Причина, по которой Адонис выбрал Дероку, проста: он не хотел оставлять свой долг неоплаченным. Вновь ожившая Дерока, конечно, ошеломлена, когда понимает, что она вернулась в Лунамилия после того, как в нее стреляли, но еще больше расстроена из-за того, что на ней нет одежды. Она извиняется за то, что Адонису пришлось увидеть нечто настолько грязное и неприглядное, и умоляет его стереть это из своей памяти. К счастью для нее, у Адониса есть что ей надеть, и он просто говорит ей, что теперь они квиты. Офелия, конечно, очень расстроена, что он не вернул Хлою, ведь они делали все возможное, чтобы якобы помочь ему. Они рисковали своими жизнями, чтобы спасти его, и даже залечили его раны. Они гарантировали ему безопасность, чтобы он смог воскресить Хлою из мертвых. Толпа ведьм действительно начала ополчаться на него после того, как он разрушил все их усилия. Они решили, что он в конце концов всего лишь человек и, должно быть, на самом деле не любил Хлою. Все они считают, что он предпочел Дороку Хлое, и обвиняют Дороку в том, что она соблазнила нашего мальчика и внушила ему разные идеи. Эти ведьмы действительно начинают действовать Адонису на нервы, когда он заставляет их всех замолчать и объясняет, что его решение не воскрешать Хлою было полностью его собственным. Офелия, уверенная в себе пожилая леди, от души смеется, так как он ее совсем не впечатлил. Она готовится напасть на Адониса, напоминая ему, что он всего лишь человек, но затем испытывает шок, когда появляются какие-то странные частицы. Адонис объясняет, что он был заключен в тюрьму людьми на очень долгое время, и шокирующе вытаскивает устройство слежения, которое было имплантировано в его тело. Он заявляет, что он будет тем, кто уничтожит человечество, и он не хочет, чтобы эти коварные ведьмы встали у него на пути. Он уничтожает чип, и к его ужасу дерево Мито поглощается пламенем. Тот, кто это сделал, Ямато, который сам никогда бы не догадался, что там еще осталось дерево ведьм. Ямато прячет свои гигантские мочки ушей и действительно демонстрирует свою ненависть к ведьмам, когда описывает их как последних представителей злой расы. Он сравнивает их вместе с учеником ведьмы Адонисом с крысами в клетке. Адонис ведет себя оскорбленно, так как именно он пригласил их всех туда,
и в предвкушении грядущей резни называет это место кладбищем. Одна храбрая ведьма обращается к своей драгоценной предводительнице Офелии и говорит ей, чтобы она не волновалась, так как она спасет дерево Мито. Она произносит заклинание воды, чтобы потушить огонь, но платит за это высокую цену. Офелия знает, что они в смертельной опасности, и призывает ведьму по имени Санта-Мария, чтобы она одела всех в стиле могучего рейнджера. Офелия сохраняет уверенность в себе и говорит всем готовиться к битве. Адонис готовится использовать магию призыва в письменном виде, но Ямато понимает, насколько это опасно, и мгновенно атакует его. Адонис использует свою магию, чтобы выстрелить в него из собственного пистолета Ямато, и наш мальчик начинает разряжать всю обойму в этого парня. Костюм Ямато держится хорошо, но внутри костюма раздается несколько предупреждений, так как уровень урона быстро растет. Ненависть Адониса к людям продолжается, поэтому он говорит Ямато подняться, так как намеревался покончить с собой. Именно в этот момент Даруки удается привлечь его внимание, и ему остается только гадать, чего она хочет. Другие ведьмы приступают к работе над солдатами, демонстрируя удивительную демонстрацию магии. Ведьма с ядовитым клыком использует безумную атаку змеи, чтобы отправить кучу парней к богу, а другая ведьма покрывает их кристаллами. Ведьма Роя использует многоножек, чтобы проделать дыры в других парнях с помощью заклинания, которое она называет «отель для людей». Ведьмы явно одерживают верх, а Офелия даже не показала, на что она способна. Некоторые солдаты пытаются подготовиться к борьбе с ней, но они и близко не готовы к тому, что она приготовила. Офелия поднимает этих парней с земли, и все, что они могут сказать, это «Нани», поскольку она легко отводит их пули. Она собирает нескольких из них в комок, как человеческие фрикадельки, и использует заклинание, которое она называет «Смертельная игра», чтобы раздавить их. Офелия в этот момент чувствует себя довольно уверенно, неприятно указывая на то, насколько люди слабы, и сравнивая их с младенцами. Она уверена, что победа будет за ними, но эта леди, по-видимому, не оглянулась ни на минуту, потому что прибыл другой отряд людей, и они уже уничтожили женщину Гарри Поттера. Уверенность Офелии непоколебима, хотя это только кажется, что люди планируют превзойти их численностью. В других местах люди наблюдают за происходящим и удивляются, как могло остаться так много ведьм. Мы видим, что Тета все еще там, но ей осталось жить всего несколько месяцев из-за радиации, исходящей от машины для остановки магии Духикой. Директор бюро требует от нее объяснений, и она начинает с того, что показывает им транспортное устройство, созданное людьми в те далекие времена. Из изображений, которые она им показывает, становится очевидным, что ведьмы захватили это устройство и использовали собственные знания людей, чтобы улететь за пределы небес. Профессор Икс в ярости, услышав, что ведьмы затем используют магический камуфляж, чтобы скрыть всю свою лунную базу, и указывает, что Национальное научное агентство получает это огромный годовой бюджет, так что подобные вещи никогда не должны были происходить. Люди думают, что войны по уничтожению ведьм закончились 10 лет назад, так что ее неудача будет стоить ей не только жизни. Директор Сиро – самый спокойный человек в зале, хотя он и приказывает профессору Икс заткнуться. Он указывает на то, что охота на ведьм действительно закончилась, и все, что им нужно сделать, это навести порядок на Луне. Затем мы видим, что Ямато вспоминает, как он присматривал за своей сестрой Юки, которая находится в довольно плохом состоянии. Юки всегда была рядом с ним и в итоге стала самым молодым заместителем директора в истории. Она действительно потрясающая, но, к сожалению, не настолько, чтобы радиация не поджарила ее внутренние органы. Все в значительной степени винят Тету, которая скоро умрет, во всем, что идет не так, включая Ямато, который не выдерживает, когда замечает, что Юки всего 14 лет. Ямато теперь обращает свой гнев на Адониса и клянется заставить его заплатить за это, установив мощность руки костюма на 500%. Ямато готов продолжать сражаться, чтобы Адонис понял, насколько этот парень крут. Он пытается пристрелить его, но скорость Ямато сумасшедшая, а его удар невероятно мощный. Ямато не может понять, почему Адонис встал на сторону ведьм. Дарока бросается на сторону Адониса, но тот напоминает дураку, что нужно всегда следить за противником. Он прав, потому что Ямато готовится к безумной атаке, и мы видим, что его подпитывают мысли о том, чтобы наслаждаться мирной жизнью со своей сестрой после того, как все закончится. Сила Ямато стремительно растет, и он использует атаку против ведьм, которая называется разбрасывание цветов. Эта безумная атака разрезает группу ведьм пополам, но Адонису едва удается увернуться от нее. Офелия не может поверить, что со всеми ее ведьмами покончено, но знает, что она несгибаема, как и наш мальчик Адонис, и ее тоже режут кубиками. Атака не пощадила Дароку, ее тело разваливается на части, но, к счастью, ее лучшая подруга использует магию дублирования как раз вовремя, чтобы спасти ее. Анна благодарит Року за то, что она ее друг, но мы видим, что она, по-видимому, не может использовать магию дублирования на себе, так как ее голова разваливается на части. Тем временем штаб пытается связаться с силами нападения, так как их видеосигнал был потерян. Затем мы видим последствия абсолютной кровавой бойни, когда Дарока в слезах. Дарока просто хочет, чтобы все это прекратилось, но это еще не конец, так как Адонис и Ямато все еще стоят на ногах. Ямато сообщает, что ведьмы нейтрализованы, и все, что осталось, это уничтожить ученика ведьмы. У нашего мальчика еще много сил сражаться, и он использует свою магию, чтобы вызвать собственный костюм. Битва начинается с того, что
Адонис использует свою магию, чтобы изменить свою броню так, как ему заблагорассудится. Он наносит удар такой силы, что ломает руку Ямато, ломает его меч и проходит прямо через его грудь. К счастью для Ямато, его костюм, созданный на основе удивительных достижений человеческой науки, способен восстановить его тело и его меч. Адонис не впечатлен глупыми трюками, но Ямато говорит, что это лучше, чем тупая магия. Последние оставшиеся ведьмы потеряли всякую надежду, но верхняя часть тела Офелии никак не хочет умолкать и говорит им, что это еще не конец. Другие ведьмы, у которых на самом деле сохранились все части тела, выглядят более реалистично. Они указывают на то, что их дерево Мито сгорело дотла, так что теперь все ведьмы вымрут. Однако одна зеленоволосая ведьма готова взять на себя роль лидера и вдохновляет группу смелой речью. Она придумала блестящий план, согласно которому они должны поддержать Адониса и победить людей. К сожалению, в ее плане есть брешь, потому что прибывают новые солдаты и проделывают в ней дыру пулей. План людей превзойти их числом сработал, так как эти солдаты добивают оставшихся ведьм. Битва Адониса продолжается, но Ямато готовится положить ей конец, настроив свой костюм на максимальную электротермическую мощность. Ямато движется с молниеносной скоростью, чтобы пронзить нашего мальчика прямо в грудь. Ямато начинает говорить очень громко, но приходит в шок, когда замечает, что Адонису удалось использовать свою магию, чтобы вызвать гигантский меч. Нашему мальчику надоело валять дурака, когда меч обрушивается на Ямато, и он остается с одной стороны. Дурацкий костюм Ямато считает необходимым сообщить ему, что нанесен серьезный ущерб, но я уверен, что Ямато замечает, что у него отсутствует рука. Ямато с помощью скафандра остановил кровотечение, и Адонис не может не заметить, что у них обоих очень похожее выражение мести в глазах. Последние несколько оставшихся в живых ведьм умоляют сохранить им жизнь, но солдаты все равно готовятся покончить с ними. Ямато объясняет Адонису, что он слишком опасен, поэтому он не может оставить его в живых. В глазах Адониса нет ни капли страха, и он с леденящей душу улыбкой просто говорит «нет», как раз в тот момент, когда Ямато наносит последний удар. Вернувшись в штаб-квартиру, все отчаянно пытаются восстановить сигнал на Луне. Они понятия не имеют, что там происходит, но потрясены, обнаружив, что сигнал принят. Это Ямато, и он шокирует всех, когда объявляет, что они победили. Все ведьмы на поверхности Луны уничтожены. Все люди начинают праздновать победу, но мы видим, что что-то не так, потому что глаза Ямато не красные. Несколько мгновений спустя мы возвращаемся к тому моменту, когда Ямато собирается сразить Адониса. Адонис ничего не боится, но Дорока стреляет, чтобы все прекратилось. Ямато не верит своим глазам, так как не может пошевелить собственным телом, а Адонис впечатлен тем, что Дорока владеет широким спектром заклинаний. Она только что произнесла любовное заклинание, и оно также действует на всех солдат. Она представилась, и Ямато назвал свое имя, но это было совершенно против его воли. Его рот открылся сам по себе, и он понял, что заклинание, под которым он находится, невероятно опасно. Другие ведьмы наблюдают за этим и начинают думать, что Дорока, возможно, сможет изменить ситуацию с помощью своей особой магии. Ямато требует, чтобы она сняла свое заклятие, но она отказывается. Наш главный герой, жаждущий мести, жаждет крови и приказывает Дороке покончить с жизнью Ямато, вырвав ему горло. Ярость Ямато превращается в шок, когда Дорока просто протягивает ему руку и просит прекратить драку. Она хочет, чтобы он пожал ей руку и пообещал, что не будет нападать на Адониса или других ведьм. Если он просто даст это обещание, она освободит всех от заклятия. Наш измученный герой приходит в ярость, когда напоминает ей, что они убили Дану. Его переполненный жаждой мести мозг не может понять, что она делает, и он называет ее сумасшедшей за то, что она даже думает о том, чтобы позволить людям уйти живыми. Другие ведьмы соглашаются, когда он указывает на все жизни, которые они отняли, и предупреждает ее, что люди, скорее всего, заберут ее жизнь, если она этого не сделает. Не покончу с ними 1 числа. И Мару оказывается тоже псих, так как он говорит, что Адонис прав и каким-то образом умудряется напасть на Дороку. Он говорит ей, чтобы она знала свое место, и объясняет, что люди будут использовать свою науку, чтобы уничтожить их всех. Он жестоко избивает ее, рассказывая, какой наивной она была, думая, что между ними может быть мир. Для людей ведьмы это бич, несущий ужас и хаос, и само их существование разрушает мир. Ямато выплескивает весь свой гнев, указывая на то, сколько вреда ученик ведьмы причинил человечеству. Он унес бесчисленное количество невинных жизней, и его бы не существовало, если бы не ужасные ведьмы. Ямато хочет, чтобы ведьмы наконец просто смирились с их уничтожением, и мы видим, что солдаты снова могут двигаться. Ямато думает о том, что Юки не была бы в том состоянии, в котором она находится, если бы не ведьмы, и он безжалостно избивает Дороку. Дорока каким-то образом умудряется говорить и рассказывает ему, что люди тоже унесли бесчисленное количество жизней. Даже не только резню, которую они устроили прямо сейчас, но и истребление ведьм 10 лет назад. Дорока понимает, что люди чувствуют, что им больше не нужны ведьмы, потому что у них есть их драгоценная наука, но она не может понять, почему они чувствуют необходимость истреблять ведьм. Она указывает на то, что люди и ведьмы когда-то были друзьями, и еще раз просит, чтобы они положили конец вражде.
вражде. Дарока хотел бы, чтобы он начал с приказа отступить своим людям, но Ямато все еще полон ярости. Она снова накладывает на него свои любовные чары, и Ямато начинает чувствовать себя странно. Он демонстрирует свою непоколебимую решимость, напоминая себе, кто он такой, и заявляя, что его не одолеют никакие магические чары. Он действительно изо всех сил пытается разрушить чары, но затем он представляет себя ребенком, обнимающим Дароку, и этот чувак становится проще благодаря ее заклинанию. Ямато с любящими глазами говорит Дароке, что он будет повиноваться ей, но в итоге получает удар клинком по черепу. Конечно же, это был наш разъяренный главный герой, и он объясняет, что месть — это все, что у него есть. Дарока не может поверить в то, что она только что увидела, и она в ярости на Адониса. Он абсолютно целеустремлен, поскольку понимает, насколько сильны любовные чары Дароки, и он говорит ей, что они будут использовать ее магию, чтобы уничтожить человечество. В королевском дворце королю говорят, что их ударные силы все еще сражаются, и они не уверены, смогут ли ведьмы это сделать. Потерпите поражение, так как они оказывают серьезное сопротивление. К сожалению, у них плохая связь со штаб-квартирой, поэтому они не уверены во всех деталях. Король в очередной раз спрашивает, смогут ли они победить ведьм, поэтому перепуганный солдат просто говорит ему, что по его мнению их победа несомненна. Королева интересуется, есть ли там и ученик ведьмы, и они оба рады слышать, что это так. Король одаривает нас своими безупречными усами и требует, чтобы его солдаты сожгли ведьм вместе со всей луной, если потребуется. Этот маньяк-геноцидщик радуется, видя, что конец близок для всех ведьм и отродий, которые хотят отомстить человечеству. Этот парень, который всего несколько эпизодов назад произносил действительно убедительные речи, сейчас действительно сходит с ума, поскольку смеется как маньяк. Он называет ведьм злостными неудачниками за то, что они сбежали на Луну, но утверждает, что им никогда не сбежать. Король хочет, чтобы его жена заверила его в этом, поэтому он просит ее рассказать ему, какой он невероятный, и просит ее похвалить его. Сейчас у него действительно выдающийся момент, поскольку он наконец-то достиг своей цели — уничтожения ведьм, и все празднуют это. Бедный солдат, которому пришлось выслушивать его психотическую тираду, думает о том, как он слышал, что состояние короля ухудшается, но он понятия не имел, что это было так плохо. Он был потрясен, когда королева обняла короля и сказала ему, что все будет хорошо. Король просто иногда ведет себя как ребенок и нуждается в похвале. Она хвалит его за то, что он так долго терпел стресс, а король просто продолжает повторять снова и снова, как сильно он ее любит. Тогда мы понимаем, почему король такой, когда королева шокирующе применяет к нему любовное заклинание. Она хвалит его за то, что он наконец-то уничтожил ведьм, и говорит ему, что теперь он может покончить с собой. Она попросила маленьких бойскаутов сыграть небольшую мелодию, и она хвалит короля за то, что он ходит так, словно он совсем маленький. Король весело проводит время, пробираясь к выступу, но солдат потрясен и недоумевает, что с королем не так. Король Гавит в этот момент полностью отключился и объясняет, что он всегда давал королеве то, что она хотела. Он действительно король симпов, поэтому он с радостью отдаст свою жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Король гордится собой за то, что взобрался на самое лучшее место, но солдат умоляет его спуститься. Император Гавит отказывается, чтобы его останавливали, и перечисляет все свои достижения как великого лидера. Он сделал несколько научных открытий и превратил империю Редия в сильнейшее государство в мире. Он уничтожил ведьм и сделал все это ради своей любимой королевы. На EDS полностью наложено заклинание упрощения, поскольку он заявляет, что хотел бы служить своей королеве вечно. Конечно, королеве приятно это слышать, но ей явно наплевать на него, и она просто говорит ему поторопиться и прыгнуть. Император Гет в последний раз одаривает нас своими безукоризненными усами и нетерпеливо спрыгивает со здания. Королева снимает заклятие, и мы видим, что пути назад для короля нет. Солдат, который был свидетелем всего этого, вызывает подкрепление, так как в замке явно есть ведьма, но королева говорит, что король просто поскользнулся и упал. Она использует свою магию упрощения на этом бедном парне, поэтому он исправляется и сообщает, что король случайно разбился насмерть. Широ, парень с той встречи с профессором Икс, очевидно был там все это время, и королева велит ему говорить, поскольку у него явно что-то на уме. Его разум. Она задается вопросом, не следовало ли ей лишить короля жизни, но Широ это совершенно не волнует, и он указывает, что в этой марионетке больше не было необходимости. Королева указывает, что ее заклинание действует только на мужчин. Ее сородичи представляют для нее слишком большую угрозу, вот почему их нужно было уничтожить. Широ говорит, что теперь весь мир может принадлежать ей, но она называет его идиотом, потому что ей не нужен этот мир. Он уже должен знать, чего она на самом деле хочет, и она угрожает лишить его жизни точно так же, как этого бедного солдата, если он не принесет ей настоящую голову Адониса этим утром. Пора. Сира обещает королеве, что не подведет ее, но она заявляет, что она больше не королева. Затем она раскрывает свою истинную сущность, как неизвестный ведьмы по имени Доротея. Ее цель — вернуть кого-то, и мы видим, что этот человек выглядит как рыжеволосая версия Адониса. Вернувшись на Луну, Дарока отвергает план Адониса использовать свою магию для уничтожения человечества. Адонис явно сошел с ума, так как он все еще улыбается и говорит Дароке, чтобы она не снимала свое заклинание. Он идет за солдатами,
которые все еще не могут двигаться, и говорит им плакать так же, как он плакал, когда они забрали жизнь Хлои. Дорока умоляет его остановиться, но уже слишком поздно, так как наш главный герой уничтожает все их войска. Дорока может только с ужасом наблюдать за происходящим, но она знает, что должна делать. Она никогда не хотела использовать на нем свое заклинание, но Адонис явно не остановится иначе. Адонис мгновенно появляется перед ней и угрожает снова лишить ее жизни, если она попытается наложить на него свое заклинание. Адонис продолжает свою резню, в то время как солдаты умоляют сохранить им жизнь, а Дорока пытается сказать ему, что это ничего не изменит. Месть только породит новую месть. Адонис не в настроении выслушивать нотации, но Дорока объясняет, что она просто устала от всех этих сражений. Все смерти слишком печальны для нее, но Адонис практически полная противоположность, потому что он не может остановиться. Он убивает всех солдат и находит Ямато, чтобы украсть его лицо. Адонис клянется заставить людей заплатить за это вымиранием и использует заклинание, чтобы изменить свой голос на голос Ямато. Затем мы возвращаемся в настоящее, когда Адонис, притворяясь Ямато, отчитывается перед штаб-квартирой. Он объясняет, что битва была жестокой и ни одна из ведьм не выжила. К сожалению, кроме него самого, никто из людей тоже не выжил. Ямато объясняет, что он вернется один и просит их вернуть его обратно, но мы видим, что Тета может сказать, что это существо, на которое они смотрят, не Ямато. Некоторые ведьмы, которые наблюдают за происходящим, приходят в ужас, и мы видим, что Адонис использует лицо Ямато в качестве маски. Он снова приказывает телепортировать его обратно и обещает вернуть голову ученика ведьмы. Верхняя часть тела Офелии каким-то образом все еще жива, и она понимает, что именно это Адонис планировал с самого начала. Адонис пытается забрать Дороку с собой, так как ее заклинание будет очень полезным, но она отказывается. Дорока, должно быть, хочет умереть, потому что она дает Адонису пощечину и указывает на то, как стыдно было бы Хлое, если бы она увидела, что он делает. К счастью для нее, Адонис не сходит по ней с ума, так как транспортировка уже началась. Сердце Офелии все еще колотится, поэтому она прощается с Адонисом, бесконечно злым ребенком злых людей. Она надеется, что Бог осудит его за его преступление, и она приносит извинения своим коллегам-ведьмам за то, что они не смогли восстановить свое достоинство. Офелия наконец-то прощается с этим миром и королевствами руин. Адонис и Дорока телепортируются, и Адонис совершает нечто совершенно неожиданное. Он говорит, что по какой-то причине ему жаль. Вернувшись в штаб-квартиру, они готовятся к возвращению Ямато. Однако Тета уже знает, что вернется Адонис, и они готовы. Она клянется отомстить за смерть Ямато, когда обратный отсчет телепортации достигнет нуля, и она приказывает всем солдатам открыть огонь. Вскоре после этого стрельба прекращается, так как ничего не было телепортировано, и объявляется, что координаты перемещения были каким-то образом изменены. Его сигнал теряется, и Тета теряет сознание, поскольку ее тело разваливается на части. Она понимает, что он сбежал, и говорит ученику ведьмы, что он выиграл этот раунд. Где-то в пустыне мы находим Року и Адониса. Адонис говорит ей посмотреть на созвездие, которое подтверждает, что они вернулись на поверхность планеты. Наш мальчик весь в крови, но у него есть огромная цель. Он заявляет, что они вдвоем начнут завоевание империи готов, делая все, что от них потребуется, и они начнут с малого. Затем мы увидим, что произошло непосредственно перед телепортацией. Дорока умолял Адониса помочь ведьмам, которые все еще были живы на Луне. Но Адонис был слишком занят, используя магию изменения голоса, чтобы автоматически изменить координаты телепортации. Наш главный герой решает атаковать города и деревни по пути в Редию. Они также будут собирать информацию и припасы, чтобы подготовиться. Адонис думает далеко вперед и готов действовать, но Дорока не хочет ничего этого. Она хочет вернуться к другим ведьмам, но Адонис называет ее глупой за то, что она думает, что кто-то из ведьм на Луне выжил. Она отказывается верить, что все они умерли, и просит их отправить ее обратно. Он называет ее избалованным ребенком, но Дорока становится очень резкой с ним и задается вопросом, не о себе ли он говорит. Она думает, что он явно ведет себя по-детски, поскольку все, что его волнует, это месть. Тогда Адонис использует свою магию памяти. Он показывает Дороке, как она умоляла Ямато взять ее за руку, обещая, что он больше не причинит им вреда. Она не может спокойно смотреть на свою неудачу, и Адонис теперь понимает, почему Дорока не вписывалась в компанию других ведьм. Другие ведьмы ненавидели людей, и только такая психопатка, как она, захотела бы примириться с ними. Дорока рассказывает, что она всегда хотела однажды встретиться с Адонисом, потому что хотела узнать, какого человека Хлоя выбрала в качестве своей ученицы. Адонис был человеком, живущим между двумя мирами, поэтому она надеялась, что он сможет стать мостом между людьми и ведьмами. Он был ее единственной надеждой, но она сильно ошибалась. Теперь Адонису ясно, что она ничего о нем не знает, и ей интересно, как далеко он зайдет. Человечество никогда не простит его так же, как он никогда не простит их, так что борьба никогда не прекратится. Адонис заставляет ее замолчать и заявляет, что жизнь Хлои дороже всего человечества. Мир, который отнял ее у него, совершил огромную ошибку и заслуживает уничтожения. Эта девочка с розовыми волосами просто не может понять его ярости и задается вопросом, скольким он готов пожертвовать. Она обвиняет его в том, что случилось со всеми ведьмами на Луне, потому что он призвал туда людей,
но он указывает, что призыв людей был единственным способом вернуть их на землю. Все ее друзья были всего лишь пешками в его плане, и Дорока почему-то до сих пор не может поверить, насколько он бессердечен. Она очень расстроилась, так как эти ведьмы так упорно сражались, чтобы выжить во время охоты на ведьм, только для того, чтобы стать жертвами его эгоистичного плана. Но Адана снова заставляет ее замолчать. Он не может понять, как она может продолжать отстаивать интересы людей, когда они забрали жизни стольких ее друзей. Адонис обвиняет ее в том, что она совершила величайшее преступление против их жизни, не желая мстить. Дорока все еще не согласна с этим и утверждает, что месть не залечит никаких ран. Однако Адонису уже все равно. Он начинает уходить, заявляя, что ему больше нечего терять. Дорока просто так этого не оставит. Она хватает его и напоминает Адонису, что у него все еще есть жизнь, которую Хлоя так усердно защищает. В мире, наполненном жестокостью, Дорока умоляет его не позволять этому изменить его. Она даже не просит его простить людей. Дорока просто знает, что если он продолжит мстить, то это разобьет его сердце вдребезги, и он станет больше похож на людей, которые забрали Хлою у него. Дорока думает, что ему все еще есть что терять, но эти двое просто не могут понять друг друга. Месть – это доказательство существования Адониса и незаменимое доказательство того, что Хлоя жила с ним. Адонису кажется, что все следы существования Хлои просто исчезнут, если он перестанет мстить, и эта мысль приводит его в ужас. Дорока заливается слезами, а Адонис указывает, что она только и делает, что плачет. Кажется, они наконец-то начали немного понимать друг друга, но Дорока понимает, что здоровье Адониса быстро ухудшается. Группа байкеров замечает их издалека и задается вопросом, не являются ли они парой, которая только что сбежала. Главаря банды зовут Мистер Панч, и ему остается решить, что с ними делать. Некоторое время спустя Адонис просыпается в незнакомом месте. Нашему мальчику уже порядком надоело просыпаться в незнакомых местах, и он пытается вспомнить, что произошло. Он помнит, как друг просил байкеров о помощи, так как быстро терял кровь и не мог двигаться. Мистер Панч приезжает поприветствовать его и задается вопросом, означает ли холодный взгляд Адониса, что он отнял чью-то жизнь. Этот парень не имеет ни малейшего понятия и просто предлагает Адонису выпить. Адонису не интересно пить канализационную воду, но Панч объясняет, что на самом деле это величайшее изобретение человека. Адонис просто хочет знать, где находится Дорока, и Панч объясняет, что она присматривала за Адонисом до тех пор, пока 2 года назад ее не забрали какие-то молодые люди. Адонис не играет ни в какие игры, поэтому он снова спрашивает его, где она, и Панч выводит его на улицу. Панч приветствует его в пустошах. Это место заполнено людьми из развивающихся стран, беженцами и рабами, которые сбежали из Редии. Все, кого наука оставила позади, просто оказываются там и становятся бродягами. Именно в этот момент Адонис слышит голос Дороки, умоляющий кого-нибудь остановиться. Она окружена мужчинами, и Адонис задается вопросом, что они с ней делают. Панч объясняет, что в пустошах не так уж много женщин, и грубо говорит, что подружка Адониса действительно умеет кричать. Адонису надоели эти люди, и он немедленно бросается спасать Дороку. Он готовится уничтожить всех подонков, но приходит в ужас, когда видит, что Дорока только учится ездить на мотоцикле. Она умоляла кого-нибудь остановить мотоцикл, но все парни только поощряли ее учиться. Дорока рада видеть, что Адонис проснулся, но она смотрит на растения, которые растут прямо на земле. Она обеспокоена его травмами, но похоже, она сама в довольно плохом состоянии. Дорока дарит Адонису несколько маленьких фигурок и извиняется за то, что не осознавала, насколько сильно он пострадал. Наш мальчик такой же холодный, как всегда, и разбрасывает маленькие вещицы. Панч объявляет, что они собираются устроить вечеринку, и его Ардуо помогает подготовиться в качестве платы за их спасение. В тот вечер все напиваются, а напитки подает Дорока. Какой-то пожилой чувак пытается заигрывать с ней, но она оставляет его в дураках. Адонис не в настроении веселиться, что немного расстраивает Дороку, так что некоторые парни задаются вопросом, не поссорилась ли она со своим парнем. Она пытается прояснить ситуацию по поводу того, что они не вместе, но ей никто не верит. Они хотят знать, какова их история, поэтому Дорока просто говорит, что они с подругой путешествуют по миру. Они все от души смеются, потому что не могут поверить, что приедут навестить пустоши, но все они думают, что она действительно милая девушка. Именно в этот момент парень неожиданно начинает падать в обморок. Дорока понятия не имеет, что происходит, но Адонис называет их всех идиотами за то, что они не следят за тем, что кладут в рот. Дорока опасается худшего, поскольку сомневается, не отравил ли их Адонис, но это не так. Он просто использовал свою магию, чтобы превратить их алкоголь в транквилизатор. Дорока просто рад, что все еще живы, но Адонна говорит, что это ненадолго, пока он не найдет пистолет. Дорока умоляет его остановиться и говорит, что они все были так добры к ним. Они спасли их из пустыни и даже оказали им медицинскую помощь. Адонису было все равно, но Дорока отмечает, что если бы не они, его жизнь закончилась бы в пустыне. Адонис объясняет, что он не собирается лишать их жизни, но только потому, что такие бродяги, как они, не стоят того, чтобы их убивать. Затем Адонис шокирует ее,
ее, когда говорит, что она ему больше не нужна. Она хочет объяснений, поэтому он говорит, что в отличие от нее он не может смеяться, потеряв кого-то важного для него. Он даже представить себе не может, как можно расслабиться и пошутить. Адонис пришел к выводу, что они в корне несовместимы. Дарока объясняет свое поведение тем, что если люди узнают, кто они на самом деле, то произойдут плохие вещи. Они должны слиться с ними, потому что она не может позволить им заподозрить, что она ведьма. Дарока смеется, чтобы соблюсти приличие, но на самом деле она никак не может быть в порядке после того, что случилось. Адонис просто заставляет ее замолчать еще раз, чтобы она никогда не стала такой, как он, и уходит. На следующее утро мистер Панч задается вопросом, не ушел ли парень Дароки. Она поправляет его насчет того, что Адонис не является ее парнем, и Панч не может удержаться, чтобы не указать на то, что Брас и Адонис – это одно и то же. Он ушел, даже не поблагодарив тебя, и оставил Аоку там совсем одну. Панч считает, что она приняла правильное решение, порвав с ним. Дарока видит в Адонисе нечто такое, чего не видит никто другой, и она знает, что на самом деле он очень добрый. Затем мы видим Адониса в полном одиночестве, когда он размышляет обо всем, что рассказала ему Дарока. Она произвела серьезное впечатление на нашего бессердечного главного героя своими советами, но на самом деле ему это не нравится. Как раз в этот момент он видит, что кто-то пришел за ним и задается вопросом, не слишком ли он ослабил действие транквилизатора. Тогда он подозревает, что это может быть кто-то из Империи Готов. На самом деле не имеет значения, кто это, поэтому он готовится к бою и заявляет, что лишит жизни любого, кто встанет у него на пути. Вернувшись в пустоши, Дарока совершенно ошеломлен, когда мистер Панч рассказывает, что он знал, что Адонис был учеником ведьмы все это время. Вперед! Дарока пытается отрицать это, но это бесполезно. Мистер Панч говорит, что Адонис теперь совершенно другой человек, и у него есть воспоминания из прошлого. Он умирал в пустыне, когда ледяная ведьма Хлоя и ее юная ученица спасли его. Мистер Панч объясняет, что величайшее счастье, которое может познать человек, это иметь что-то, за что стоит бороться против всего мира. Этот парень самый мудрый байкер, которого вы когда-либо видели, и он объясняет, что вы никогда не уладите спор о том, является ли месть неправильной или нет. Адонис выбрал месть, и даже если это приведет к его смерти, это его выбор. Он задается вопросом, что собирается делать Дарока, и она объясняет, что не хочет, чтобы кто-то еще погиб из-за того, что она не смогла защитить Анну и остальных. Дарока отказывается позволить Адонису умереть, поэтому мистер Панч задается вопросом, что она все еще делает там, разговаривая с ним. Затем мы видим, что той, кто пришел за Адонисом, на самом деле была Дарока, и он задается вопросом, не пытается ли она покончить с его жизнью. Дарока обещает не вставать у него на пути и просит позволить ей путешествовать с ним. Адонис потрясен, когда Дарока объясняет, что она немного подумала и считает, что действительно нужна Адонису. Путешествовать в одиночку опасно, а в хорошей компании путешествие кажется более быстрым. Она думает, что это пойдет на пользу им обоим, но Адонис просто недоумевает, почему она не остановилась. Он не может поверить, что она такая шумная девочка, и идет за ней. В этом аниме наконец-то появился беззаботный момент, когда Адонис гонится за вышедшей из-под контроля Дарокой. Мистер Панч просто надеется, что Адонис не заставит Дароку плакать, и желает удачи любимой ученице Хлое.